Всем привет! Вот и назван производитель автомобилей «Москвич». Им стала известная в России китайская компания JAC. Планируемый объем выпуска «Москвичей» около 300 тысяч машин в год. При этом завод Renault в Москве имел мощность до 180 тысяч автомобилей в год. Но перед тем, как рассказать все подробности, прошу вас подписаться на канал и поставить лайк прямо сейчас. За это в конце с меня не смешной анекдот. В проекте, как известно, участвует КАМАЗ, который тоже сотрудничает с компанией JAC. Они совместно выпускают среднетоннажный грузовик «Компас». JAC в свою очередь производит легковые автомобили и электромобили, о производстве которых на заводе «Москвич» говорилось с самого первого дня выкупа предприятия у Renault. До сих пор автомобили JAC поставлялись в Россию из Казахстана. Это 5 моделей: кроссоверы S3 и S7, лифтбэк, больше похожий на четырехдверное купе G7, пикап T6 и электрокроссовер iEV7S с запасом хода до 300 км. Остается только заключить специнвестконтракт и заменить логотипы на решетках радиаторов и багажниках. Но процесс получения специнвестконтракта не быстрый. Насколько я знаю, у КАМАЗа нет отдельно специнвестконтракта на легковые машины, но он может его быстро получить. Кстати, идея возрождения советского бренда понравилась половине автомобилистов. 65% опрошенных не против купить себе автомобили «Москвич» по доступной цене. Глава Минпромторга Денис Мантуров неоднократно заявлял, что производство новых «Москвичей» в Москве должно начаться до конца 2022 года. Но специалисты утверждают, что возрождать производство автомобилей «Москвич» на прежних производственных мощностях в центре Москвы в 8 километрах от Кремля экономически нецелесообразно. Нигде в мире не существует автомобильных заводов в центре города. Это нерентабельно. Сама Renault вывела производство из Парижа еще 50 лет назад. И даже дирекция компании расположена в пригороде. Также считали и в Renault, когда еще до нынешней ситуации собирались передать эту площадку городу и перевести все производство на АвтоВАЗ. Скорее всего, завод просуществует несколько лет, после чего власти города просто его закроют и осуществят комплексное развитие территории. А что касается автомобиля «Москвич», может быть, такая машина будет выпускаться на том же КАМАЗе в Набережных Челнах или на другом предприятии, но это будет явно не Москва. Ну и обещанная мною шутка юмора. Дед приходит на избирательный участок, подходит к одному из членов комиссии и спрашивает: «Я могу узнать, моя жена проголосовала?» «Конечно, сейчас посмотрим в списках». «Да, вот она расписалась на получении бюллетеней». «А что, дедушка, вы не живете вместе?» «Да нет, она у меня умерла 15 лет назад, но каждый раз приходит голосовать, а я ее все застать не могу». А на этом все. Буду держать вас в курсе всех событий. Очень интересно узнать ваше мнение по этому поводу. Как вы относитесь к китайцам на заводе «Москвич»? Давайте пообщаемся и подискутируем. И не забудьте за мою работу поставить свой царский лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик. И самое главное, помните, все плохое когда-нибудь заканчивается. Впрочем, как и хорошее.